Начало поездки к дельфинам. Punta Cana, Huawei P50 Pro. Вот такое мракобесие внешне. Всем привет, вы на канале Polsy.net Live, и сейчас будет тест Huawei P50 Pro. Основная и фронтальная камера, все будет в 4К 60 FPS. Стандартная поездка для данной местности — это дельфинарий. Только единственное, я заплатил стандартно в 2 раза больше, потому что еду от отеля. На данный момент я вижу, что фронталка не справляется. Если я поменяю фокус, вы увидите, что ничего не произошло. В общем, в целом, вот так примерно вас будут видеть либо собеседники, либо если решите для себя сделать какой-то, не знаю, домашний видосик с Huawei P50 Pro на отдыхе, вот будет так. Периодически буду что-то вставлять из разряда жизненного опыта, но помним, что здесь нет Google сервисов. И помним, если вам интересны подобные штуки, а я планирую везде всегда летать. Во-первых, на канале уже был на Motorola X3 Pro обзор на камеру с поездкой по островам. И я думаю, еще много чего будет. Если здесь есть заборы, то вот такие. Это колючая проволока и столбики из стволов маленьких деревьев. Как вы видите, мусор. Везде, к сожалению, мусор. Местные поля для гольфов. Для гольфа. И уточки. Везде во всех отелях живности более чем хватает. Вот мы и на месте Dolphin Santa. Притом самое интересное, этот отель является 18+ для взрослых. И пляж здесь есть для взрослых. Но здесь есть аквапарк и, разумеется, дельфины. Это тоже чему приехать. Притом, как я замечаю, аквапарки везде разные. В нашем сплэше горочки поприятнее будут и повыше в раза 4. Но здесь интересно. Живности больше. Ну, как запредельно, конечно. Пол еще одного отеля. Очередные детские горки. Водный водопарк у очередного отеля. И здесь сразу же у них есть еще скайпарк. Каждый по-своему завлекает себе клиентов. Плюс, разумеется, еще и скейт-парк, мини-гольф. Интересный отель. Но внешне, странно. И еще одно фойе. Как всегда. Отлично. Вот такие места. И такой транспорт в основном за $200 билет. Вот такая примерно подача у отеля. Отели всегда находятся на огромных территориях. В Доминикане, если это, опять же, 5 звезд, я не знаю, там по несколько километров квадратных. И обычно это сетка. 3-4 отеля с одинаковым названием. У меня, допустим, Paradise не лучшее, мне кажется, место. Есть Hard Rock, еще много всего. Практически везде есть теннисные корты. Практически везде можно каким-то образом найти транспорт всегда. Это уже еще какой-то отель. Нет, это театр-бар. Напоминаю, что здесь еще есть, как вы прекрасно знаете, казино. Теперь немного фронталки на Ширик, очередной отель, где, как всегда, собирают людей. У меня не везет, куда бы я ни летел, всегда меня забирают первым и отвозят в конце последним. Это неплохо, не хорошо, но вот так. Вот так примерно снимает Ширик на фронталке. Будет еще примеры, но я не понимаю, почему такие пересветы, конечно. Вот так, если бы не было лица, он снимал бы. Весь фокус на лицо. С лицом вот так. Опа! Смотрите, как переориентировался. Даже локация при поездке, при освещенности меньше. И как вы видите, разумеется, камере легче. Потому что когда солнца слишком много, это тоже не очень легко. Слишком много зайчиков, слишком много отражений. А здесь хоть на паузу ставь.
по мне. Цвета прямо такие натуральные. А самое главное, за что я люблю Huawei, это объем. Я не знаю, все ли это видят, но многие из тех, кто пользуется Huawei, со мной соглашаются, что фото, что видео здесь объемное. Напоминаю, что Huawei P50 Pro был так же, как Huawei P40 Pro моим основным телефоном. Сейчас это Pixel 6 Pro и iPhone 13 Pro. Huawei с гуглами, конечно, начудил. Лучше пусть начинают дружить. А все эти танцы с бубном, нет, оно нормально здесь никогда не работает. Даже в курортном районе море мусора. Ну, экстремальненько. Прямо экстремальненько. Бешеное количество лотерей по всему городу. Очень любят они это дело. Помните, как в Совке было? Вот примерно так в последние годы в СССР, также и здесь. Все хотят выиграть в лотерею. Проблема с электричеством всегда, электричество дорогое. Здесь 110 вольт в розетке, а не 220. Частые перебои. Много подобных строений, и это еще считается неплохое. Плюс мы хороший прием. Очень много платных дорог, хороших дорог. Это здесь я очень сильно напоминаю. И это выглядит из открытого транспорта. Очень много платных дорог, хороших дорог. Это здесь я очень сильно напоминаю. И это выглядит из открытого транспорта. Лучше снимать клетку, чтобы не слышать. Мини-пробка по Доминиканцу. Вся поездка занимает от отеля при посещении еще соседнего отеля, чтобы забрать из дельфинария народ, где-то минут 25. То есть, если вы жить будете ближе, то, возможно, еще быстрее. Здесь из интересного, разумеется, вот там дальше Цирк дю Солей, но о нем с другого телефона обзор будет, возможно, будет. Всем, кто беспокоился, что дельфины здесь в бассейне, нет, это не так. Стандартно для подобных мест вы подписываете бумажки о том, что если что-то случится, никаких претензий вы не имеете. И, в принципе, можно переодеваться и плавать. То, в принципе, стандартно. Мороженое здесь золотое, 4 бакса, просто фруктовое. К слову, вот такие примерно байдарки они сооружали. Да не сказал бы я, что она супер легкая. Но легкая. Ну, попробуй приподними. Весла довольно простые. Ну, понятно, что вряд ли именно так все оно и выглядело, но плюс-минус. Вид здесь хорош, но $200 за билет за одного, это, конечно, жестко. То есть, чтобы вдвоем поплавать 50 минут, вам необходимо будет заплатить 30-ку. И вот она, фронталка, уже на пляже. К слову, когда ты включаешь фотографию, то, разумеется, вот это вот все дело идентифицируется как пляж, и вы свободно сможете все снимать при помощи фото. Но вот с видео вы сами видите, какая беда. То есть, если я уберу лицо, то все хорошо. Если я попытаюсь снимать себя, то все будет относительно нехорошо. У него есть выбор, скажем так, и делает он выбор правильный, снимая человека. Если отдельно снимать виды фронталкой, притом непонятно, зачем это делать фронталкой, будет примерно так. Обучение плаванию с дельфинами. Их здесь 18 штук.
из развлекалого здесь перед тем, как вы ждете, когда вы начнете наконец-то тусить с дельфинами, а до этого момента пойдет примерно, наверное, минимум час. Можно также посмотреть на старый якорь и помимо всего еще и сфотографироваться. И чтобы вы понимали, я не как раз из тех людей, которые говорят: бегите на шоу с дельфинами за $200 человека, потому что это реально дорого даже для путевки сюда. Ну, смотря как смотреть, опять же. И здесь есть программа раз попроще, а два все-таки приятно, что они фактически находятся в океане, а не где-то там. Пусть даже вольер, но их 18, и мне не кажется, что это критично. Нежелательно, конечно, но детям же не объяснишь. И прямо здесь какие-то птички бегают, при том, что здесь еще и раскиданы камушки. То есть это не пляж под то, чтобы плавать, но пляж под то, чтобы наслаждаться видом однозначно. С той стороны Пунта-Каны я даже не видел водорослей, а здесь они прямо из воды. Ну что, как говорится, в путь-дорогу. По пирсу идем к лодке и оттуда уж будем направляться на, собственно, дружбу с дельфинами. Вид, конечно, фантастичный, как в мультике идешь. К слову, из отеля мы выехали в 12:30, сейчас 14:20, и нас только сажают в лодку, то есть еще ничего не началось. Вот такая супер подготовка к 15-минутной экскурсии. Ширик на 0,8, плывем к дельфинам. Если брать ультра-вайд, можно переподключаться, и если X1, то вот так. Здесь уже фронталка справляется. Удивительно. И тот же вид на основную камеру. На основную, конечно же, веселее. Все плавно. Так? Я не понял. Там это лодки практически не качают. Вообще шикарно ведут. После экскурсии вчера кажется, что мы не плывем, а стоим на месте. Вот такие макеты кораблей для различного вида развлечений, да, и представлений в одном из отелей данного региона. Вообще это довольно интересное место для детей. Здесь, конечно, все очень много продумано. Да? Очередной катамаран. Самое, наверное, любимое транспортное средство для экскурсий. И здесь уже, скорее всего, вип-катера с вип-экскурсией. Пунта-Кана все-таки не самый дешевый город. Мы приближаемся, скорее всего, к нашей платформе с маленьким бассейном. Так, еще раз осуждаю все эти штуки, если дельфины реально здесь живут. Да даже, в принципе, осуждаю. Ну, вы поняли. Но детям это особо не объяснишь. Поэтому всем, кому интересно, вот сейчас, скорее всего, будет нон-стопом полностью программа. Так что считайте это огромным спойлером, что здесь можно сделать за $200. Еще раз фронталочкой и повторяю, что вот здесь, скорее всего, будет представление, которое я буду снимать. Опять же, если вам интересно, можете смотреть. Хотя, я думаю, что зеленый не оценит. Но можно будет увидеть, как Huawei P50 Pro на основную снимает паука. Все начинается, разумеется, с того, чтобы делать фотки. И какого-то антуража особо к этому нет. Бизнес стандартный для любой туристической конторы или страны. Птички летают. Первое, что делают, разумеется, всех фотографируют, потому что, как вы видите, весь персонал с фотоаппаратами, это их основная задача.
Второе, это после всего заводят воду на специальной платформе. Учитывая динамику всего происходящего, наверное, все-таки я буду снимать кусками. То есть следующий момент — это дельфин плавает через ряд тех, кто спустился на платформу, все их трогают, после чего дельфинов обучают, точнее людей обучают, таким образом давать дельфинам команды. Крипи, если честно, объективно крипи. Хотя дети радуются. А учитывая, что это разумные животные, не поняли. После этого дельфины начинают нырять по паре на каждую группу дельфинов. И опять же, тут все зависит от того, какие у вас конкретно были оплачены услуги. То есть здесь 2 дельфина на всю группу, здесь чуть-чуть меньше получается сейшенов. Там побольше бассейн, 3 группы, ну это максимально, что они могут предложить. Все равно из программы в 50 минут никто не будет вам давать 50 минут с дельфинами плавать. Это все будет происходить примерно с середины данного бассейна до бортика. И опять же, для тех, кто умеет плавать, никаких инструкторов здесь в воде нет, как вы видите, все ходят снаружи. По поводу съемки, опять же, для чего мы все собрались. В целом, если использовать до X4, так, это уже X8, это X3. На X3 я считаю, что видно все. Немного картинка подтормаживает на самом телефоне, но это не критично. Если X1 и делать после этого кроп, было бы разумнее. Много очень лодок подплывает посмотреть, что здесь происходит. Я надеялся, что вольеры будут побольше. И мне кажется, что вряд ли отсюда кого-то выпускают. Спрошу, расскажу. Вот они, дельфинчики, прыгают. Красиво прыгают. Я не знаю, почему они не могут выпрыгнуть, в принципе, вот туда. Снова X4. Дальнейшая миссия дельфина. Он подплывает к человеку, которого очередного подзывают. Человек хватается за плавники, и дельфин, получается, должен этого человека протянуть. Очень печально выглядит, когда люди крупные, и дельфин бедный вообще перенапрягается весь. Очень часто не дотягивает, что неудивительно. Это был X4. Как я понимаю, потом прыгают 2 человека, которые должны дельфинов, наверное, загнать в другой загон. Да, скорее всего. Скорее всего, они проверяли крепления, на которых должны стоять зрители. Целостность ограждения. После вас должны поцеловать дельфина. После того, как вы с ним проплавали. И один, и второй. Детям нравится. Даже если не умеете плавать, по большому счету это не проблема. Жилет держит, плюс вода соленая. Разумеется, все это сделано для того, чтобы вас успели сфотографировать. Это для красоты они так просто плавают, не особо здесь и глубоко для них. Вот один уставший висит слегка. Дышит. Это X10. Следующий момент, люди выстраиваются в одну очередь, и к ним дельфинчики по одному подплывают командами. Конечно, основное развлекалово — это с одной стороны на другую поплыть с дельфином. Это уже в серединке, либо в конце user experience. Ну вот смотрите, по 2 дельфина на группу где-то из человек 10. А здесь развлекалово со скатами и рыбешками а-ля дайвинг. Не знаю, насколько хорошо вы видите, если видите что-то. К слову, происходит все это на не особо огромной платформе. Не знаю, наверное, метров 70 на 70. Несколько вольеров, 2 больших, 6 маленьких и 1 дополнительный под скатов.
и рыбешек. Вот так развлекаются дельфины. Такое себе развлечение, конечно. Снова X4, одно из развлечений также, чтобы было побольше фотографий, как вы понимаете. Хлопаешь, подплывают два дельфина и хлопают рядом с тобой. Нужно это вдвоем делать, как девушки. Один из самых распространенных трюков у дельфинов. Вот что классно здесь, так посмотреть на то, как сюда переоборудовать. Вот нужда туризма. Первый раз горку вижу на судне. Уже идет расширенная программа. Сейчас увидите, как именно дельфина и в идеале должны поднять. Нет, не получилось. Пробуем. Так оно тут плавает. Сейчас, скорее всего, все получится, но это мужчины уже получилось. Вот так это должно быть. Есть, встал и проплыл. Давай, как тебе эмоции после дельфинов и акул? Круто! Я акул не видел, я только скатов. Но они вообще там были 4 штуки. В целом на платформе получается около часа 15, и это довольно неплохо, учитывая, что сама подготовка около 5 минут. То есть вы получаете не 50 минут, а час 10. Понятно, не того, что там описано в буклете, но все равно какой-то коннект. Как говорится, вишенка на торте, то, что фотографии вам будут стоить $60 на человека, на 2 человек 90. И особенность в том, что они бы стоили вам $5 на USB флешку, но если вы будете спорить с ними, скорее всего, вы вообще ничего и не сможете получить. Разумеется, можно оплатить картой, но это, прикиньте, просто на фотографии, за фотографии, притом они не суперские. Я уже их смотрел. Получается 4500 рублей. Вот такой бизнес. Немного того, как выглядят здесь торговые центры. К слову, я даже видел Икею и Бургер Кинг. Но Икея маленькая, мне кажется, что это только доставка, хотя здание выглядело как официальное. Скажем так, государственность сюда только пришла, как экономика. После всех тиранов и рядом с Гаити. А Гаити это, конечно, как вы видите, в отсутствии серьезного освещения, то есть когда здесь нет солнца прямого, довольно неплохо отрабатывает фронталка даже с задним видом. Но опять же, мы чуть-чуть, если добавляем света, получается легкая беда. Можно переходить на ультраширик свободно в режиме реального времени, либо на 0.8. Все это возможно. По поводу экскурсии, ну, такое разводилово прямо лютое. Опять же, по мне. С другой стороны, альтернатив этому делу, действию, наверное, в Одессе я видел с дельфинами. Можете написать, если у кого-то есть user experience из разряда, где получить за меньшие деньги, либо за эти же деньги user experience с дельфинчиками. $200 плюс 60 фото. $260, но это учитывая трансфер. Плюс чаевые. Плюс поесть. Это на человека. И в окончании банкета немного фронталки. То же самое место, где вы увидите, где я резюмирую. Океан Доминикана. Не забываем, что есть телеграм-канал взаимопомощи, есть основной канал Пользы.нет, где есть обзоры на все эти смартфоны со съемкой в основном в Петербурге. И телеграм-канал скидок. Довольно выгодно. Сегодня я купил Realme GT 2 Pro за 45 600 рублей. Еще придется таможенную, правда, заплатить. И Realme GT 2 когда-то за 34. Поэтому смотрим, пишем, кому что интересно. Я не знаю, формат странный. Надеюсь, вам зайдет, тогда я буду апгрейдиться. То есть тех же квадриков у меня 4 штуки. Просто я с них не снимаю какие-то места, потому что я все-таки не travel-блогер. И финализировать на Huawei P50 Pro хочется на фоне океана. Еще раз, мы в Доминикане с сыном. Он и снимает сейчас на вытянутых руках, поэтому я постараюсь ускориться. Первое, используется флеш, то есть используется его
внутренний фонарик у Huawei P50 Pro. Закат вы наблюдаете позади меня. Слева плещется от меня великолепный океан. И в принципе снимает аппарат отлично, но Google сервисов в нем нет. Стабилизация меня устраивает все, объем, скорость. Единственное, он безумно скользкий, без чехла его носить, конечно, самоубийство. Я не знаю, как я его сегодня не потерял. Надеюсь, дельфинчики вам понравились. Пишем в комментариях, снимать ли подобное. В отпусках я планирую летать много куда, и вы сможете узнать, каким образом тот или иной смартфон снимает. Благо, у меня телефонов хватает. В описании, разумеется, ссылка будет на покупку данного аппарата. Его я не рекомендую, еще раз повторяюсь, из-за отсутствия Google сервисов, из-за камеры и всего остального. Это шик, блеск, красота. Девайсу относительная, да. Добра и удачи вам, дорогие друзья. И финализировать хотелось бы уже в студии на Ширик. Здесь не идеальная акустика, но света хватает. Сейчас я снимаю на Ширик фронтальный 0.8 и X1. Что бы я хотел в итоге рассказать по поводу того, как снимать данный аппарат в полевых условиях. Вы все видели, не то чтобы идеально, то есть при ярком освещении. iPhone 13 Pro был обзор уже, тоже в Доминикане. X30 был обзор, тоже в Доминикане. Вы, к слову, сейчас вполне возможно видели фотографии. И на этих фотографиях великолепно можно заметить, что несмотря на то, что аппарат классный, должны быть правильные руки, правильное освещение, правильный угол. А когда ты достаешь что-то из кармана и фотографируешь, возможно, в каких-то моментах это не лучший девайс. По поводу отдыха в Доминикане меня чуть-чуть отпустило. Логично, что когда ты едешь куда-то далеко, особенно в какие-то такие недешевые места, где отдыхают американцы и канадцы, у них уровень зарплаты другой, поэтому все стоит соответствующе. Если вам интересен расширенный обзор конкретно на Доминикану и на Стамбул, напишите внизу. Я постараюсь это изложить в течение часа-полутора. Возможно, на чем-то сэкономить, возможно, на чем-то не сэкономить и реально куда-то там сходить. По поводу смартов, S30 Motorola уже на канале обзор был. 2 новых Redmi на основном канале Польза.нет. И помимо этого, разумеется, X30 был обзор на 2 Xiaomi 12, 12 Pro и обычный, на X12 Xiaomi еще будет. Их я могу взять с собой в Дубае. Я полечу в Дубай и буду снимать что-то подобное. Опять же, с руки, возможно, со стабом. Все делалось без стабилизатора, все делалось из разряда вот сейчас тыкнул и все. И это был уже не первый день, я уже был уставший, то есть делаем скидку на то, что я не старался, чтобы телефон снимал хорошо. Вот как он снимал, так он и снимал. Возможно, у вас бы он снимал, кстати, лучше в этой ситуации. На iPhone 13 Pro я старался, это был первый день. На этот нет. Так что подписываемся на канал с колоколом, пишем, интересны ли вам такие полу-тревел техноблоги. И все-таки фронталка и основная камера у Huawei 50 Pro, она волшебна. Просто она под штатив, под руки, под освещение, под настройку. И я думаю, вы сейчас прекрасно видите, что вещь-то вещь, но в определенных условиях. Всем добра. Рекомендую аппарат фанатам, тем, кому не нужен Play Market. Добра и удачи вам, дорогие друзья.